Вот тут все говорят про атом, что мы тут живем. А мы то не боимся. Ничего, абсолютно не боимся. Не, и люди даже ничего. Люди. Я одне говорю, что если бы она для народа плоха была, народ тут не селили бы. Мне сейчас 74 года. Я с 1899 года. 74 года. Но такой жизни я не видал. Не, мы того бояться не будем. Я работал в Свердловске главным архитектором проекта. И на Белоярскую атомную приехал наш министр. Посмотрел, показать было, что... А где-то через месяц пришла телеграмма. Уралтепу поручалось организовать группу по выбору площадки и выехать на место. И мы выехали на место сюда. Первое, что мы здесь построили, это домостроительный комбинат. Благодаря этому в 1972 году мы сдавали каждый месяц по дому, что дало возможность, естественно, сразу же сколотить коллективы строителей, монтажников и эксплуатационников. До Трипольской ГРЭС работал по восстановлению Ташкента. Уже в Ташкенте я знал от слов Красникова Михаила Ивановича, который работал главным инженером, что мы поедем строить Чернобыльскую АЭС. Работаю я здесь с 1974 года, то есть с момента организации нашей медико-санитарной службы. Приехал из Пензы. Родина моя здесь, недалеко, вот Черниговская область. Я вообще-то гидростроитель, раньше строил гидростанции. И вот однажды по телевидению я увидел передачу о Припяти городе и о Чернобыльской атомной электростанции. И вот решил попробовать себя на строительстве атомной станции. Что особенного можно сказать о новом, только что родившемся городе? Разве что возник он благодаря энергетическому гиганту Чернобыльской атомной электростанции. Но в этом плане город Припять не исключение. Почти все современные города вырастают возле крупных строек. И все разные. Одни, от которых жители следующего столетия, возможно, и откажутся, а другие, в которых люди будут жить не один год. И в первую очередь такая судьба, как нам кажется, ожидает города, которым повезло на первостроителей. Городу Припяти повезло. Те, кто создавал его, сумели не только вложить частицу сердца в творение своих рук и ума, у них еще нашлось мужество сломать устоявшиеся представления и стереотипы. Мы пошли по пути строительства новых домов, постоянного жилья, обойдя бараки, обойдя временное жилье. Это дало нам выигрыш, и люди, естественно, пошли в готовый, новый, современный город. Мы во многом пошли не так, как нам советовали. Мы вот, например, посадили здесь крупные деревья по благоустройству, сделали массу благоустройства возле домов. Проектировщики нас убеждали, что на Украине любая палка зацветет. Но мы решили пойти по-другому. Значит, высадив большие деревья, мы сразу создали микрозоны в микрорайонах. Вот, например, Рябиновая аллея. Значит, у нас есть липы посаженные, есть акации, значит, на целых улицах. Это создало внешний вид города. И первый микрорайон, по существу, тот первый микрорайон, который и благоустраивался первым, он очень зеленый, стал зеленым садом. Перед нами уголок, созданный природой. Здесь родник, деревья, дубы, уже выросшие, сформировавшиеся вербы. Проектировщиками при разработке генплана было предусмотрено здесь пройти автомагистраль. Мы попросили группу рабочего проектирования рассмотреть возможность сохранения этого живого уголка для жителей города. Здесь мы почистимся, уберемся, расставим лавочки. И этот уголок, сохранив, он будет радовать людей и будет одним из лучших, одним из хороших уголков для отдыха наших трудящихся.
Одним из факторов, который оказал положительные действия на создание современного города, является то, что с самого начала его проектирования было поручено группе рабочего проектирования Института гидропроект, которая находилась здесь, на месте, в городе Припяти, и осуществляла и разработку генерального плана города, разработку проектной рабочей документации и авторский надзор. Это соединение трех начал создания города лишило нас многих неприятностей, которые возникают в ходе строительства, позволило без командировок, без звонков все вопросы решать на месте, находить оптимальные решения. И время показало, что это решение самое правильное и достойно того, чтобы его наследовали другие. Тут все. Там сейчас и что интересно, Кизима каждый день на каждой оперативке, во вторник, они во вторник так и были, ГРП никак не может сделать перенос такого паршивого объекта, как пивной ларек. Мы знаем, что этот пивной ларек растаскивается, от него уже ничего не осталось, но на каждой оперативке было заявлено. ГРП вот абсолютно не думают о людях. Него сделаем кафе «Морозный». И тогда Фаустович впервые принял такое колоссальное решение. Товарищи, давайте разработаем шикарный пивной бар. И вот в течение месяца появилось около сотни чертежей. Я беру чемодан с собой и иду на оперативку. Сейчас, конечно, трудно себе представить, что здесь было голое поле. И на этом поле стояло всего-навсего 5-6 хороших деревьев. Но осенью, безусловно, они не особенно впечатляли. Но когда мы весной увидели эти деревья, это были дикие груши, очень большого возраста. И они очень были красивые. И у нас пришла мысль просто взять и перепроектировать микрорайон, для того, чтобы эти груши сыграли свою роль где-нибудь в детских учреждениях, в школе и в других местах. Сколько угодно примеров, когда строители уходят, сдав объект. А объект этот возвышается среди разбитых самосвалами дорог, будто пирамида в пустыне. Когда еще наступит эпоха озеленения, а пока деревья подрастают, по открытым для всех ветров микрорайонам гуляют пылевые смерчи. Можно, конечно, высадить взрослые деревья, хоть это и дорого, но это там, где деревьев не было, а там, где были. Везде ли готовы ради них перепроектировать целый район? Но один из интересных моментов проектирования самого города было строительство плавательного бассейна. Дело в том, что на такое количество жителей, в принципе, нельзя было оправдать. В то же самое время наличие реки рядом обязывало нас подумать о том, чтобы дети учились плавать где-то. Обратились мы к своим коллегам в Киевзнеп, мы изыскали возможности. И, будем откровенны, конечно, нарушили общие правила. Но они нас поняли. Скажем, есть комплекс школ, а объединяя несколько школ, у одной школы может быть какой-то плавательный бассейн. Но в результате мы сегодня имеем комплексную базовую школу с групповым плавательным бассейном, которым сейчас пользуется весь город и все школы. И надо сказать, что очень большой процент у нас, особенно детей младшего возраста, плавают лучше, чем взрослые. Да, жизнь ГРП, группы рабочего проектирования, постоянная борьба с возникающими непредвиденностями. Но ничего, справляются. Главное – хотеть. А дальше, как в песне, кто хочет, тот добьется. Поначалу строителей не было на Чернобыльской АЭС. Местные люди приходили все, в основном механизаторы. Но так как с нами приехало 3 сильных бригадира строительных,
На основе их мы начали создавать, обучать и механизаторов, а потом начали подходить строители и организовывать бригады строительные. Конечно, не все было гладким и розовым в судьбе города. Да, наверное, это и невозможно, рождение – трудный процесс. Но эти строители, наверное, были счастливее многих. Им не надо было ждать десятилетиями, чтобы узнать, каким же будет их город, когда его, наконец, построят вокруг вот этого первого колышка. А труднее всего тогда было ему, главному архитектору проекта. Планировался поселок, а он мечтал о городе. Знал, будет именно город. И задумал маленькую хитрость. Оправдывая санитарными нуждами расчистку старого заболоченного русла, подготовить фарватер для быстрокрылых ракет и метеоров. Он знал, они будут причаливать к городскому речному вокзалу, стоящему на городской набережной. Наш город молодой, и, естественно, нас меньше волнует заболеваемость, а больше волнуют проблемы рождаемости, поскольку рождаемость у нас очень высокая. В год рождается 1000 детей. И, естественно, это вызывает тревогу и заботу о том, что необходимо, чтобы дети рождались в отличных условиях. На сегодняшний день мы имеем родильное отделение на 30 коек, но нам необходимо иметь более обширное родильное отделение. Вот поэтому возникла эта необходимость, и строим мы при помощи управления строительства родильный дом на 75 коек. Вот, вон перед вами, вы его видите. Этот роддом даст возможность нам и в перспективе обеспечить наш город и наших молодых матерей, строителей атомной энергетики. Первая на очереди стоит. Возраст ребенка. Старшему 3 года и младшему 2. Среда для Владимира Павловича – самый беспокойный день, приемный и самый ответственный, потому что по пустякам к председателю исполкома не ходит. Поэтому ответ должен быть конкретным и деловым, а обещание исполнимым. И я вам гарантирую, в 4-м квартале и 2-го обязательно определить садик. Вот и сегодня у меня большинство посетителей, и эта женщина пришла специально, чтобы определить детей в детский сад. Это у нас сегодня является одной из самых больных проблем. Мы уже построили около 4000 детских, имеем около 4000 детских мест в садах. Занимаемся, продолжаем строительство. Хотим довести до 6000 мест на конец пятилетки, чтобы решить этот вопрос. Поверьте, ни один город такого типа, как наш, по площади, по населению не имеет столько детских мест. А у нас это все еще является проблемой. Товарищ Токарев, сдача в отделку детского сада и наружные работы, Евгений Ильич. Там немножко засыпать, там подсыпать, чтобы закончить крыльца, закончить. Давайте сдадим в отделку. Это вот, Евгений Дмитриевич, дело твоей чести. До 25 числа сдать детский садик в отделку. Теперь вокруг школы мы леса получаем не для того, чтобы их топить туда в песок. Это сегодня с товарищем Свинчуком ходили, смотрели. Значит, это тоже пора кончать. Значит, товарищ Якубович с оградой малыми формами по школе. Значит, к сожалению, нас подвели электрики по школе своей ошибкой, вроде и пустяковой с их точки зрения. Чернобыльская атомная – лидер среди строящихся атомных электростанций по всем показателям. И в первую очередь по той скорости, с которой она вводит в строй очередные свои энергоблоки. Но при всем при этом сдать детский сад – дело чести. Успеть с отделкой школы – важно и ответственно.
ускорить сооружение торгового центра, комбината бытового обслуживания, еще одного бассейна. Все это не уходит на второй план. Это тоже задача первостепенной важности. Ведь население города непрерывно растет. После рождения второго ребенка мне пришлось год не поработать, так как не было места в детском саду. Как только появилось место у нас в детском саду, я вышла сразу же на работу. Сейчас у нас 4-комнатная квартира. С рождением Димы мы с 2-комнатной перешли в 4-комнатную квартиру. В этой же квартире у нас родился Саша и Любочка. Сейчас детей нет, они у бабушки находятся. Как только у нас появится детский сад, мы сразу же этих детей забираем сюда снова. По нашему министерству, по Министерству энергетики и электрификации, на таких же родственных предприятиях и стройках, как наши, значит, которые даже есть такие, которые на 2 года раньше нас начали строительством и до настоящего времени не смогли решить проблему пуска блока. Другие, значит, шли, значит, в параллель вроде с нами и тоже отстали. Только, я считаю, потому что не решили вот эту главную проблему, социологическую. Не решили, так сказать, вопросов обыкновенного бытия людей, чтобы люди имели все, тогда будут решены проблемы промышленного строительства. Город у нас большой, стройка наша директивная, комсомольско-молодежная. Молодежь желает учиться, поэтому ко мне вот обратились по поводу открытия здесь филиала заочного всесоюзного энергетического техникума. Пришлось решать и такой вопрос. Помог мне в этом в основном и проявил большую энергию директор техникума Тимошенко. Было очень неудобно раньше. Некоторые учили заочно или вечерне. Экзамены приходилось ездить сдавать в другие города. А теперь в связи с открытием филиала люди уже не отрываются от работы. И мы уже будем загадывать на будущее, это будущее недалекое, открыть здесь и филиал института. Во всяком случае, Киевский политехнический институт нащупывает здесь почву, потому что он видит, что почва довольно-таки благодатная для него, так как город молодой, молодежи много, а молодежь должна учиться. Средний возраст горожан – 26 лет. Можно проследить за развитием города по тем проблемам, которые возникали перед его жителями. У первостроителей это вода, свет, жилье. Но вот построены и заселены первые дома, сыграны первые свадьбы, и нужны уже ясли, детские сады, школы. Чернобыльская уже дает электроэнергию. Сложная технология атомной требует особых знаний, специалистов высокого класса. И у небольшого города на Припяти возникает новая, не менее острая необходимость в студенческих аудиториях. Большие дети, большие заботы, кажется, так говорят. Все было бы хорошо, но только у нас было плохо с транспортным сообщением. Людей приезжает много, рабочих строителей, к нам командировочных, мы уезжаем в командировку. Потом в летнее время отпускники приезжают к нам, и мы тоже едем же туда. Все это надо было наладить сообщение. И вот стал вопрос перед нами, перед всеми жителями города, которые обращались ко мне как к депутату, о том, что надо как-то сделать, чтобы наладить сообщение с Москвой. Я обратился к председателю горсовета, товарищ Волошко, обратились к начальнику Юго-Западной железной дороги, но местные власти не решают этого вопроса. Горосполком тоже не решает. Я написал письмо министру путей сообщения, товарищу Павловскому. Вопрос был решен. Был выделен специальный вагон, который прицепляется к московскому поезду Хмельницкая-Москва. И дополнительные летом пустили поезд Житомир-Москва, к которому тоже прицепляется этот же вагон. Так что сейчас, в данный момент, жители нашего города и те, которые к нам приезжают и уезжают, могут свободно добраться до Москвы. А там уже во все концы Советского Союза. Но если мы будем смотреть в будущее, потому что город все же у нас растет в перспективе, то, конечно, желательно было бы, чтобы уже даже здесь сформировался и поезд. Такой, ну, хотя бы под названием Припять-Москва. Это не только наша мечта, мечта всех жителей нашего города.
Виталий Александрович Леоненко, помните, главврач больницы, признался, что медслужба города с самого начала была готова встретить во всеоружии любые неожиданности. Любые. Но вот демографического взрыва не ждал никто. Строители города это застало врасплох. Теперь нам легко говорить, что это была не самая неприятная неожиданность, а скорее показатель жизненного уровня. Это так мы говорим сейчас, сегодня. Будем откровенны. Слова «атом», «атомная» не воспринимаются нами совсем уж безмятежно. И слыша об атомных электростанциях, нет-нет, да шевельнется в груди тревожное чувство. Как же здесь работают? Как живут возле них? Помните старика в начале фильма, который атома не боялся? А ведь знал о нем наверняка не так уж много. Надеюсь, вам уже показали фотографии, которые были впервые здесь в 70-м году сделаны. В 70-м году мы начали здесь снимать совместно с Институтом биофизики наш нулевой фон. Ну это что значит нулевой фон? Объяснить так попроще. Это радиоактивность на почве, радиоактивность в воде, изотопный состав почвы, рыбы, травы, сельхозпродуктов. И вот это мы взяли за критерий оценки, как говорится, нулевой. От этого мы сейчас уже 5-й год сверяем наши показания атомной станции, которая работает. И, я вам скажу, практически у нас никаких изменений нет. И можно считать, что атомная станция за период времени очень чистая. Если сравнить атомные станции и тепловые, так атомные станции гораздо чище тепловых. Даже если взять в сравнение выбросы в атмосферу, тепловые нагрузки, так тепловые не гораздо больше загрязняют экологию внешней среды. И поэтому атомные станции в последнее время отдается предпочтение. Ну что еще могу добавить, что ту энергию, которую мы вырабатываем, то количество энергии, для того, чтобы тепловая электростанция могла выработать такое количество энергии, это нужно сжечь 200 миллионов тонн топлива. Это, в свою очередь, идет загрязнение окружающей среды, тепловые нагрузки, зольность и тому подобное. Ну что вам сказать еще? Ну, вот мы живем здесь не первый год. Люди спешат на море, а мы спешим на левый берег Припяти. Прекрасные пляжи, прекрасная рыбалка, очень хорошая река, быстроходная, чистая, значит, да, грибы кругом. Отпуск проводим. Отпуск проводим только здесь. Ну, а если ягод очень много всевозможных, ну, если ехать уже хочется клюкву или брусники, ну, приходится это уже жертвовать 80-100 км ездить в Житомирскую область. А так, в общем, все у нас очень прекрасно и нормально. Из статистической справки.
За порогом 2000 года почти все население нашей страны по образу и укладу жизни, независимо от места работы, приложения сил и знаний, превратится в горожан. Независимо от места работы, припятчане, похоже, активно интегрируются с деревней. Уже есть свиноферма на 1200 голов. Планируется рыборазведение на базе пруда-охладителя. Заканчивается постройка собственных теплиц. На первых чертежах города этого не было и в помине. Но город перерос масштабы первых чертежей, и ему стало под силу решения далеко не местных проблем. Возведение должно быть увязано с закрытием. И 18-й участок. Значит, давайте договориться так, что в понедельник мы с вами едем на Коровники, объезд делаем. Христюк, я тебя повезу на днях в Новые Шепеличи. Я тебе и каменщиков туда даю, все остальное, а потом ты вот каждый раз, когда идешь за молоком в магазин, вспоминай Коровник. Так тогда же у тебя отпадет охота ходить в магазин. Значит, следующий вопрос, товарищи, выполняют. Те, кто возводит города, знают, город – это как живой организм. С его ростом растет и круг его интересов. Вопросы, товарищи, все. Спасибо. Вообще существует, конечно, несколько разных взглядов на развитие города. Ну, город можно развивать по-разному. Можно вширь, можно вверх. Вот. Мы считаем, что вот наш город, основное его достоинство должно быть таким, что человек должен в нем себя чувствовать удобно, приятно, легко, хорошо дышать. А это достигается тем, что каждый человек в любой конец нашего города может пройти буквально за 15-20 минут. Я бы вообще даже, ну если так уж откровенно говорить, я бы вообще ни одной машины в город не пустил. Это был бы идеальный случай. Вот. Ну и сейчас мы будем стараться, даже если будем расширяться, то будем максимально делать город компактным. Вот даже сейчас, вот при том населении, даже которое мы не ожидали, вот, у нас радиус обслуживания городского центра всего-навсего 1,200 метров. Наш коллектив, ну настолько хороший коллектив, что мне не было времени за 15 лет подумать о том, что будет дальше. Ну а сейчас, я думаю, на доводку города, на его строительство следующие 15 лет тоже проскочит совершенно незаметно. Хотя и сил много отдано, ну и город построен очень красивый, который нравится нам. Ну, вместе с управлением строительством, которое будет переезжать на новое место, я тоже поеду строить новый город. Честное слово, мы завидуем этим людям. И тем, кто останется в этом симпатичном городе, и тем, кто уедет строить новое. Но и у того нового города, мы уверены, будет такая же счастливая судьба. Потому что, помните, все зависит от первостроителей